Всем привет! С вами снова канал Радов Одесса. В прошлом видео я показывал, как заменить плитку без клея для плитки, без выдалбывания места под него. То есть просто снять и поставить. Кому интересно, пожалуйста, заходите, смотрите предыдущее видео. В этом видео я покажу, как замешивать затирку для пола, ну не только для стен. И как затирать правильно ее. То есть для этого нужна сама затирка. У меня есть вот такая вот малка, но это не обязательно, можно любой инструмент использовать. И вот такой вот шпатель. Ведерко для самой затирки и ведро с водой, чтобы размывать. Как видите, плитка наша, то что мы заменяли в прошлом видео одну посреди пола, она застыла уже. Нет этого звука глухого, она не бухтит ничего. То есть можно ее затирать. Я же говорю, как заменить ее, смотрите в предыдущем видео. Не забывайте подписываться на мой канал. Будет много интересных подобных лайфхаков. Будем чинить все дома своими руками. Кто любит это делать и не любит тратить деньги на мастеров. Тем более, сами знаете, какие иногда бывают мастера. Поэтому подписывайтесь, смотрите мой канал. Итак, начали. То есть, что мы делаем? Взяли ведерко. Эта затирка у меня обычная. Вот, без, не влагостойкая, здесь у меня сильно влаги нету, поэтому ее можно замешивать шпателем, но лучше замешивать ее миксером, то есть маленьким миксером, или, допустим, шуруповертом, но если влагостойкая, очень тяжело она вымешивается, можно и шпателем, просто дольше мешать придется. Итак, поехали. Вот, то есть засыпаем просто затирку в воду, смотрим. Если нужно будет, то добавляем. Вот. Кстати, хочу сказать, что в древности затирали плитку, в Древнем Риме, допустим, знаю такой факт, затирали плитку бычьей кровью с землей. То есть просеивали землю, делали ее мелкую, смешивали с бычьей кровью, и потом получалась вот такая вот красно-коричневая затирка, которой затирали швы. И, между прочим, очень даже неплохо они стоят, потому что по 2000 лет вот находили на раскопках по 2000 лет плитки, она до сих пор стоит. Вот. Ну, это вы можете сами в интернете. То есть добавляете плитку, добавляете затирку до тех пор, пока у вас не получится пастообразная, даже как шпаклевкообразная, скажем. Добились вот такой вот примерно кашицы. Вот. Теперь надо минут 5 подождать. Затирка набухла. Уже такая жесткая паста. Шпаклевка, можно даже сказать. Вот поближе покажу. Вот такая вот она, видите. У меня тут несколько плиток всего. Вот я мешал, это даже многовато я замешал. Вот, ну ничего. Так, начинаем затирать. То есть что нужно? Берем просто шпателем. Даже, я же говорю, это специальная штука для затирки, но можно и без нее, то есть даже набивать обычно шпателем. То есть и хорошо вот так плотно набиваем швы. С вами намазали, получается, и ждем минут 10, наверное, чтобы оно чуть-чуть подстыло. После этого вот берем губку, я взял маленькую, вот мне тут затирать немного, поэтому у меня маленькая. Если у вас большая площадь, лучше взять какую-то автомобильную, широкую губку и так далее. То есть вот она чуть-чуть уже посветлела, затирка. И первым разом вот так ее просто размываем. Вот видите, она, конечно, такая жесткая, ядовитая затирка. Чем темнее затирка, конечно, тем сложнее ей затирать. Вот, потому что больше красит воду, чаще меняйте воду. 2 раза я промыл. Вот, осталась уже такая пыль практически одна. Она уже у меня, видите, тут несколько таких мест, где я менял плитку. Я же говорю, без клея для плитки, без выдалбывания. В прошлом видео, пожалуйста, смотрите, как ее заменять. В этом видео показываю, как затирать ее. Вот.
Сейчас я вот заменил воду на чистую. И размою последний раз. Вот. И после того, как уже размыли последний раз, что делаете? Вот по швам, где затирали, вот так вот проглаживаете. Просто. Это чтобы выровнять сам шов. Все, швы прогладили. Теперь ждете, пока высохнет полностью. И просто моете пол тряпкой, как обычно. На большой площади используйте большую губку и не замешивайте по много. То есть пол-ведерка замешали, выработали на эту площадь, подождали 10 минут, промыли ее, потом замешали новую, продолжили дальше. По итогу вот что у меня получилось после затирки. И ничего не видно, плитка не бухтит, ничего не стучит. Вот так. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Будет много интересных видео.